Всем огромный привет! Меня зовут Алена. Я безумно рада вас видеть на своем канале. Я вчера вечером выложила пост, в котором вы могли задать мне все ваши интересующие вопросы. А сегодня видео я на них отвечу. С каждым днем на моем канале растет количество подписчиков, поэтому я в первую очередь хочу вас поблагодарить за все комментарии, за любую активность, которая происходит на YouTube канале, тем людям, которые пишут мне в Instagram. Спасибо вам большое. Также в Telegram группе все, кто поддерживает лайками, комментариями, даже просмотрами. Спасибо вам. Это действительно для меня играет очень большую роль. И благодаря вам мне хочется снимать дальше, мне хочется двигаться дальше, мне хочется придумывать что-то интересное и улучшать свой канал. Поэтому спасибо. В этом видео я буду с вами искренняя, такая, какая я есть в жизни, без ролей, да, которые вы меня привыкли видеть. Врач, невролог, окулист, нервопатолог и так далее. Да, поэтому я буду с вами максимально откровенна и сейчас буду отвечать на ваши комментарии. Я специально для этого заскриншотила комментарии отдельно, чтобы они у меня были, чтобы я их не искала 2 года. Так, начну. Так, пожалуй, начну с Телеграма. Мой подписчик, сразу говорю, извините за то, что я могу назвать неправильно ваш никнейм, потому что с английским у меня очень плохо. Я думаю, вы могли это заметить в некоторых видео. Поэтому могу называть неправильно. Дико извиняюсь. Планирую пойти на курсы английского языка. Надеюсь, что это будет в скором времени. Пользователь Виктун, который очень активный и часто оставляет комментарии, часто поддерживает. Спасибо большое. Также он задавал мне кучу вопросов, на которые я очень буду рада сейчас ответить. Так, ну давайте начнем с первого вопроса. Когда будет видео с массажем в кадре, зови подругу в АСМР, на мне им пока. Кстати, по поводу формата такого видео я еще не думала, скажу честно. Вот, у меня есть много близких подруг, возможно, которые бы даже в этом поучаствовали. Они знают, естественно, за то, что я снимаю видео. Вот, но как идея крутая. Вот, поэтому буду думать, как это видео сделать, чтобы оно вышло, ну, хотя бы этой осенью, да, потому что у меня много как раз запланированных видосиков помимо этой идеи, поэтому, да, интересно. Но, кстати, у меня есть брат, который живет со мной, и которого я тоже могу использовать для такого видео. Ну, наверное, парням не сильно будет это интересно. Так, хорошо, давайте дальше. Также от пользователя Виктун следующий вопрос. Сколько в среднем у тебя занимает съемка и монтаж одного видео? Я записываю всегда где-то видео 2-3 за раз, то есть которые идут последовательно. То есть я на это выделяю конкретный день. Вот, например, сегодня у нас среда, и я выделяю на съемку видео вот как раз таки день, который, и я в этот день занимаюсь полностью съемкой видео. А
а монтирую я уже, ну, перед тем, как я буду выкладывать, вот за 2-3 часа я начинаю монтирование видео. Вот. Сегодня я снимаю видео. Вот сегодня сниму это видео, и будет еще одна ролевая игра. Да, очень интересная, тоже выйдет в ближайшее время. Надеюсь, если все будет хорошо. Вот. По поводу съемки видео. Зачастую съемка идет 3-4 часа, 5 часов. Вот примерно так. Потому что бывает, что одно видео я могу переснимать много раз. Также очень долго выстраивание света, даже того же фона, даже вот этого фона. Вот, в общем, все это занимает время, чтобы убрать с кадра лишние вещи, чтобы выставить себя правильно. Все очень долго, муторно. Вот. И потом, естественно, это все за собой убрать, разнести по местам, положить, сложить, где это должно лежать. По поводу монтирования видео. Одно видео у меня занимает, ну смотря какое видео. Если это идет типа релакс для сна, там где я добавляю какие-то эффекты, да, то естественно монтирую дольше, то есть около 40 минут, 50 минут. Вот. Ну и плюс обработка видео, плюс я его добавляю на YouTube канал. Вот, и вместе с тем уже, ну, где-то час-полтора получается. Вот это, да, монтирование одного видео примерно столько времени занимает. Да, и естественно зависит от того, сколько ляпов в видео, потому что иногда бывает, когда у меня очень плохое настроение, и я могу ляп за ляпом делать каждые 3 минуты. Вот каждые 3 минуты у меня идет что-то не так. Либо падает что-то, либо просто я забываю какие-то слова, либо, в общем, совершенно разное было за все время, совершенно разное. Иногда называла вещи вообще не своими именами. Вот, поэтому бывает, что видео состоит из ляпов, которые нужно повырезать и красиво склеить, естественно. Ну и уже далее работать над эффектами. А бывает такое, когда я записываю видео с первого раза, без единого ляпа, просто отлично, и сама я в кадре отлично, то тогда я могу за 20 минут смонтировать видео. Вот, в общем, это зависит от того, какая работа, какую работу я сделала во время съемок. Вот. Так, давайте с вами переходить к третьему вопросу, тоже от пользователя Виктун. Ломала себе в жизни хоть что-то или, может, другому человеку? Нет, я себе никогда ничего не ломала. Слава богу, пока что. И другому человеку тоже я не ломала. Хотя в детстве и в подростковом возрасте, где-то, наверное, до 15 лет, я любила с кем-то подраться. Да. Я дралась с подружками, со всеми подружками я передралась. Вот так вот. И я надеюсь, что до конца жизни я ничего себе не сломаю. Я даже представить не могу, что это за чувство, если честно. Наверное, это больно очень. А может и не больно. Не знаю. Именно трещина у меня была на пальце ноги. Вот. Но именно перелома не было как такового. Даже не знаю, какие могут быть ощущения. Ну, я понимаю, что не сильно хорошие ощущения. Так, давайте сейчас приступим к четвертому вопросу. Воровала хоть раз? Испытываешь ли по этому поводу угрызение совести? Кстати, нет, я ничего в своей жизни не воровала, скажу честно. Вот, я из очень правильной семьи. Меня воспитывали очень правильно, прям такой хорошей девочкой. Просто после подросткового возраста я поняла в какой-то момент, что я не хочу быть хорошей девочкой, я хочу быть просто собой.
грубо говоря. Вот поэтому вот так вот. Но нет, ничего не воровала. Кстати, иногда задумывалась, что хотела бы что-то своровать чисто, чтобы свое любопытство утихомирить, потому что когда я спрашивала у подруг, они всегда, ну, точнее не всегда, но все что-то в своей жизни своровали, какую-то мелочь. Вот. В общем, как-то так. Так. Дальше. Вопрос тоже от Виктуна. Еще раз спасибо большое за такое большое количество вопросов. Они очень интересные. Мне очень интересно придумывать на них ответы. Точнее, не придумывать, а правильно формулировать. Хотела бы полететь на Марс, когда там сделают пригодные условия для жизни, но с условием, что ты там останешься навсегда. Очень интересный вопрос. На самом деле, нет, я бы не хотела полететь на Марс по той причине, что я консерватор. Если я привыкаю к какому-то месту, там, где мне хорошо, то все, мне тяжело поменять это на что-то другое. Я не люблю пробовать что-то новое. Вот, даже в плане поездок, переездов для меня это всегда очень так болезненно. Вот, поэтому я даже больше скажу, я бы хотела жить на той же улице, на которой я живу, только в каком-то более новом доме. Вот, мне очень удобно, я так привыкла к улице, к городу, что я даже переезд в другой город не представляю. Путешествовать, да. Да, однозначно, да. Путешествия по другим странам и по другим континентам. Вот, но именно что-то менять так нет, что даже если вдруг в будущем, через 20-30 лет, 40-50, неважно, если доживу, конечно, Марс откроет как еще одну планету для жизни, в которой можно жить, то я бы там не осталась жить, потому что я привыкла к Земле. Вот. Так, давайте перейдем к следующему вопросу, тоже от Виктуна. Ты замечала за собой звездную болезнь? Если пока нет, то на каком количестве подписчиков она у тебя проявится? Как тебе кажется? На самом деле, сейчас я не замечаю за собой звездной болезни. Вот, потому что все, что я делаю, это приносит мне огромное удовольствие, огромное удовольствие. Правда, я очень люблю себя пробовать в разных ролях той же любовницы, да, там врача и так далее, потому что я никогда не была связана ни с любовницей, я никогда в жизни не была любовницей, я никогда не была врачом. Вот. Но мне всегда было интересно попробовать себя так со стороны. Вот, и я увидела, что мне начинается получаться, и мне это очень-очень нравится. Вот, как я умею всегда уходить от темы к другой, да. Все-таки вернемся к вопросу по поводу звездной болезни. Я работаю на обычной работе, да, про которую я расскажу чуть попозже, с чем она связана. Я общаюсь с людьми, вот, поэтому я не замечала никогда звездной болезни. Я считаю, что я такой же человек, как и все. Вот, мы все равны, все одинаковые, и я даже не люблю людей, которые себя ставят выше, чем кто-то. И неважно, есть у него деньги, нет у него денег. У меня вот, мне кажется, что все должны быть равны. Мы все люди. Не может быть кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то в чем-то лучше, кто-то в чем-то другом лучше. Вот и все. Вот. А по поводу того, может ли она у меня появиться, эта звездная болезнь, если честно, я не знаю. Это, наверное, нужно будет спросить у какого-то моего родного человека со стороны. Вот, потому что мне кажется, что нет, что такого не будет, потому что не знаю. Думаю, что такого не будет.
овощ, блюдо. Любишь спиртные напитки? Любимый фрукт. Фрукт. Сейчас я подумаю, что же я такое люблю. Фрукт. Слива. Я просто обожаю сливы. Сейчас сезон слив. Я часто в магазине вижу сливы, я часто их покупаю. И я могу за раз полкилограмма точно съесть совершенно спокойно, без каких-либо усилий. Обожаю сливы. Просто это очень вкусно. Потом, так, овощ. По поводу овощей я очень люблю помидоры. Могу просто нарезать себе помидоры и скушать их без ничего, просто посыпать солькой. Вот. И по поводу овощей, что я еще люблю, это цветная капуста. Вот именно не брокколи, а цветная капуста. Хотя брокколи тоже люблю. Вот. А какие еще овощи? Да, в принципе, все, наверное. Ну вот именно из любимых. Вот, блюдо. Какое мое любимое блюдо? Салат Цезарь. Обожаю. Очень часто кушаю его. Да. Цезарь, да. Очень люблю. Любишь спиртные напитки? Да, я люблю спиртные напитки. И я могу себе позволить выпить даже раз в неделю бокал вина. Вот, да, бокал вина. В последнее время, в принципе, бокал вина, бокал шампанского. Вот, то есть в меру на праздниках, да, я пью. Также в выходные дни, когда мне хочется расслабиться, либо же просто мы с братом смотрим какую-то киношку, то тоже я могу себе налить бокал шампанского и выпить без загрузения совести. Вот. Что еще? Пиво могу, но пиво я как-то последнее время не сильно люблю. Вот, наверное, шампанское, вот, и вино. Вот как-то так. Фрагалина, мое любимое. Вкусное, да. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Как часто меняешь цвет волос? Вот если отвечать на этот вопрос с точки зрения именно вот хронологии цвета моих волос, то можно заметить, что цвет волос у меня менялся очень часто. Я начала краситься с 13 лет. Вот. И уже пол своей жизни я красилась. Но последние, кстати, ровно 2 года. Вот это время идет. Последние 2 года я не крашусь вообще. То есть вот этот цвет, который вы видите, там у меня только кончики здесь. Не мой цвет волос. Ну, примерно вот так. В общем, вот это все мой цвет волос, который я даже не знаю, почему я решила его отрастить. Просто как-то получилось, что мне было лень краситься. А потом я смотрю, у меня уже как раз выросла до такой длины, и я решила уже, думаю, ладно, пускай будет просто мой родной цвет волос. А как часто я его меняю? У меня все по настроению. Я могу сидеть на работе, и в какой-то момент ко мне может прийти мысль, а почему бы мне не покраситься в черный? А мне было бы так хорошо. Да. И в этот же момент я начинаю искать в интернете какие-то краски, смотреть, заказывать, либо же записываюсь к своему парикмахеру на покраску волос. В общем, вот так вот у меня как-то так происходит. Это резко, спонтанно. Могу просто в магазине быть, купить краску и покраситься. В принципе, как у меня было очень много раз. Но сейчас я уже 2 года не крашусь, как я уже сказала. Я держусь. Сейчас мне безумно нравится мой цвет. У меня волосы за это время в очень хорошем состоянии стали. Они блестят. Они более-менее хорошо выглядят по сравнению с тем, что у меня раньше было. Поэтому пока что меня это очень все устраивает. Но
через месяц или через 2 месяца вы меня не увидите русой, черной, рыжей, какие там еще цвета бывают, в общем, любого другого цвета, потому что у меня все происходит спонтанно. Сижу такая, хопа, все, блонд, иду крашусь, вот как-то так. Так, сейчас я еще посмотрю. Вот, нашла. Также еще вопрос от пользователя Виктун. Если бы ты на день стала мужчиной, то что бы ты сделала в первую очередь? На самом деле я очень часто задумывалась, что я бы категорически не хотела бы быть мужчиной. Я не знаю, мне настолько нравится в теле девушки, женщины, да, я настолько ощущаю себя девушкой, мне настолько нравятся все вот эти косметологические процедурки, все вот эти вот выравнивания волос, там, не знаю, мелочи какие-то, что мужчина, я даже не знаю, что бы я делала, если бы я была мужчиной. Мне даже сложно представить, что я мужчина, а что бы я делала? Не знаю. Даже интереса какого-то нет. Вот как-то... Не, ну, конечно, я люблю мужчин, да, противоположного пола, естественно. Вот, но я бы лично не хотела бы быть мужчиной. Но я бы хотела, чтобы со мной рядом был мужчина, естественно. Вот, поэтому не знаю, что бы я делала. Просто посмотрела бы в зеркало и подумала: супер, в кавычках. Далее, тоже вопрос от Виктун. Тебя устраивает твоя основная работа? Кем бы ты мечтала работать или вообще не работать? На самом деле, я работаю HR-менеджером. Я принимаю на работу, провожу собеседования с людьми, набираю персонал на работу. Также работаю с документами. И еще у меня некоторые есть обязанности тоже по документам, там и по работе. На самом деле я безумно люблю свою работу. Я безумно люблю то, что я делаю. Это работа по душе. Я работала в разных сферах. Я пробовала себя в разном. Вот, и я понимаю, что эта работа, она самая лучшая из всего, где я работала. Вот. Поэтому я всегда хочу работать на этой должности. То есть в любом случае я хочу работать на своей основной работе. И при этом я хочу дополнительно реализовываться в разных других проектах. Вот эта работа, она мне приносит не только деньги, основная, но и отличное настроение. Мне очень нравится, с кем я работаю. У меня очень крутое начальство и очень крутые коллеги. Безумно люблю свою работу, правда. Даже не знаю, что я люблю больше, YouTube или работу. Да, и я считаю, что нужно работать только на той работе, которая вам приносит максимальное удовольствие, на которую вы хотите идти, на которую вы идете с улыбкой, а не с тем, что, блин, мне надо на работу, я так не смогу. У меня все. Я просто такой человек, если мне что-то не хочется делать, я этого не делаю. Я не смогу себя заставить. То же самое и в отношениях. Я бы никогда не смогла быть с человеком, которого я не люблю. Да, и так же само здесь по поводу работы. Но это каторга над собой. Я не люблю над собой издеваться. Все, что я делаю, все приносит мне огромное удовольствие. Вот. Так, или вообще не работать. Это я к этому же вопросу. Нет, я бы хотела работать именно на вот этой должности. Меня все устраивает. И, как я уже сказала, эта работа мне приносит максимальное удовольствие. Удовольствие, опыт, общение,
максимальные эмоции. В общем, не знаю, меня один позитив от моей работы. И это круто, правда. Так, хорошо. На этом все вопросы Виктун закончились. Еще раз спасибо большое за все вопросы, которые ты мне задал. И следующий вопрос от Арины, подписчицы. Интересно узнать о тебе, о твоей нынешней бытовой жизни, о детстве, любимые книги и фильмы. Ну хорошо, тогда я буду отвечать по каждому отдельно. Моя нынешняя бытовая жизнь. Как проходит мой день? 5 дней в неделю я работаю. Я приезжаю на работу на 8:30 утра. И работаю я где-то до 3 часов. Около 4 часов я дома. После работы я приезжаю домой, навожу дома порядки. Вот. Монтирую видео, придумываю новые идеи для видео. Также помогаю маме по дому. Вот. Что еще делаю? Потом у меня в 6 часов, 6-7 по-разному, я выхожу на пробежку. Я бегаю через день. Вот. Прихожу домой, иду в душ и ложусь спать. И вот так вот проходит мой день. Вот. Иногда у меня бывает такое, когда уже говорила день съемок, я бегом мчу с работы домой, дома записываю видео, вот, потом стараюсь смонтировать какое-то видео, иду бегать, ну и в принципе расписание такое же, вот, потом спать. Вот. О детстве, воспоминания из детства. Когда я вспоминаю о бабушке и дедушке, у которых я гостила каждое лето, вот, любила, в детстве любила лазить по гаражам, по разным деревьям, по заброшкам. Вот, детство я провела на улице. Я гуляла постоянно с ребятами, любила проводить на улице время. Мне было очень тяжело загнать домой. Компьютер у меня первый появился, когда мне уже было лет 10, наверное, 11. Да, 10-11. И то я все равно любила гулять. Я очень любила гулять. Вот, и я безумно рада, что у меня именно так прошло мое детство, что прошло это во всяких играх. Вот, что мы всегда что-то придумывали, во что мы только не играли, что мы только не делали. Даже собирали котиков по улице, строили им дома. Ну как дома? Это были как будки для котов. Кормили их, смотрели за ними. У нас был как приют для животных. В общем, очень много всего интересного было. Очень много всего в моем детстве. И мое детство это такое очень теплое воспоминание. Безумно теплое. Вот. Так, далее. Любимые книги. Я очень люблю писателя Эльчи Сафарли. Он пишет такие очень трогательные книжки о любви, о разных половинках. Очень красиво это описывает. Моя любимая книжка «Если бы ты знал». Вот. Также у него есть «Хочешь, я останусь» и другие. Очень мне нравится. По поводу любимого фильма, то мой любимый фильм это «Пила». Именно «Пила». Просто обожаю. Оказывается, это жанр слэшер. Вот, а не ужастик, я раньше думала. Мне безумно нравится задумка этого фильма. Мне безумно нравятся актеры. Мне нравится то, что когда выпустили первую часть, у них был минимальный бюджет на этот фильм. А когда они уже выпускали вторую часть, то их бюджет увеличился там в 10 или в 100 раз.
смотрела каждую часть около 15 раз. Вот, это серьезно так. Также премьера следующей части Пилы, по-моему, 10-й, будет в 23-м году. Я безумно хочу дожить до того момента. Искренне и честно, потому что я безумно люблю этот фильм. Вот. И на премьере Пилы 8 я была в кинотеатре 2 раза. Очень люблю этот фильм. Так, ну что ж, давайте дальше следующий вопрос. Было ли какое-то событие, которое разделило твою жизнь на до и после, кроме войны? Да, было событие, которое произошло 1,5 года назад. Я похоронила очень близкого человека, который был для меня всем, который был для меня всем. Вот. Это был мой гражданский муж. Вот. И, наверное, я начала снимать видео, потому что он в меня верил. Один из немногих, кто в меня верил. И он мне говорил, что у меня все получится, что я большая молодец. И, наверное, я это делаю, потому что он в меня верил. Ну и, естественно, за последнее время я сама в себя поверила. Вот. Да, это было очень сложно. И это действительно поделило мою жизнь на до и после. До я была совершенно другим человеком. Потом я стала все-таки более жестче, более сильнее, намного сильнее, чем я была до. И, наверное, упрямее сильнее, да. Ну а война тоже, естественно, разделила мою жизнь на до и после. Когда началась война, это был какой-то такой момент в моей жизни, когда я встала и проснулась утром. Я в это не поверила. Мне казалось, что это бред какой-то. Я подумала, я увидела сразу фейковые новости. Вот, а люди уже писали про все. Вот, и я думала, что это фейковые новости. А потом, как оказалось, это были не фейковые новости. Это были реальные новости. И потом, когда я слышала все эти взрывы, это ужасно. Это действительно ужасно. Я понимаю, что это очень сильно влияет на психику. Я, наверное, сейчас боюсь грома даже. Ну вот, чтобы вы понимали, если со стороны, конечно, кажется, что я адекватный человек, радуюсь жизни, да. Просто я не упускаю момент жить, потому что я понимаю, что жизнь проходит, моя молодость проходит. Вот, от того, что я буду сидеть 24/7 в коридоре, ничего не поменяется. Да, я продолжаю жить, я продолжаю ходить на работу, но это не означает, что я менее боюсь за себя или за своих близких. Нет, не менее боюсь. Все продолжается, продолжают гибнуть люди. С каждым днем больше и больше. И от этого страшно. Очень страшно. Поэтому, да, война тоже поделила на до и после. Начала больше ценить жизнь, больше ее любить, больше уделять время близким. И, кстати, все, что я откладывала раньше, там, думала, да, сделаю потом, куплю потом, то теперь я все покупаю сейчас и все делаю сейчас. Вот как-то так у меня произошло. Так, также был вопрос от Вадима, что на личном
я сейчас не в отношениях. В принципе, я уже не в отношениях 1,5 года. Вот я была официально замужем и была в гражданском браке. Вот. Это что касательно именно серьезных отношений. Сейчас не в отношениях, но надеюсь, что в ближайшем будущем появится мужчина, с которым у нас все будет взаимно. Вот как-то так. Так, и последний вопрос от подписчика Тюнинг Игорь. На какие темы будут новые видео? На самом деле я люблю себя пробовать в разных ролях, в разных образах. Я буду готовить крутые видео на Хэллоуин. У меня уже есть парочка идей. Мне хочется какой-то наряд придумать себе, в общем, обдумать до мелочей. Также я хочу снимать видео по поводу врачей, да, Хэллоуин, потом любовницы. Мне нравится этот образ, очень так его разыгрывать, особенно когда мне начинают писать какой-то негатив. Но, блин, это просто ролевые игры, это игра, это роль. Ну, ничего она не имеет общего. Вот, по поводу видео «Твоя жена» тоже мне безумно нравится снимать. Потом я бы хотела себя еще в новых амплуа попробовать. Типа, какие я видела. Например, в роли такой девушки Би, либо же еще мне как раз и в голову сейчас не лезет. В общем, в новых образах. Я хочу делать как какие-то старые видео, которые я уже снимала, в новых амплуа, так же само и добавлять новые образы. В общем, идей будет куча, идей уже куча, поэтому все буду снимать, все буду пробовать. Вот. Все вопросы уже закончились. Я на все вопросы постаралась дать максимальный ответ. Возможно, я уехала с каких-то тем очень далеко. Все потому, что я очень люблю поговорить. Очень. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Я безумно вас благодарю за подписки, за лайки. Большое вам спасибо. Всем пока.